Друзья, такая история. Я себе на день рождения подарил лазерный гравер. У него заявлена мощность 10 Вт оптическая, рабочее поле 40 на 40 сантиметров. В общем, обычный. И, конечно же, мне сразу захотелось его испробовать. Нормальной фанеры или какого-то пластика у меня сейчас нет. Но есть вот такой здоровенный лист картона. Его толщина 1,2 мм. Я обычно его использую, чтобы нарастить толщину, потому что гнется он очень плохо, скорее ломается. Вот на нем мы попробуем. Я сделал 3D-модель, решил потренироваться на грузовом вагоне. Он простой, квадратный, из листа то, что нужно. По-быстрому сделал сборку. Ну как по-быстрому? Практически целый день проводился. Быстро обнаружилось, что большая толщина, такая как у этого картона, нужна далеко не везде. Поэтому пришлось взять еще один номинал толщиной 0,3 мм. Ну то есть ватман. И получилось, что проект потребует двух материалов. К сожалению, я не нашел подходящего формата, чтобы из SolidWorks перекидывать сразу в лазер GRBL. Поэтому мне приходится использовать промежуточный формат DXF. Однако тут тоже есть кое-какие трудности. Все импортированные вектора находятся врозь, они не связаны друг с другом. И приходится либо соединять их вручную, либо обводить. И то, и другое жутко неудобно и долго. И пока я не знаю, как этого избежать. А если этого не делать, то лазер мечется по всему полю, вырезая в хаотичном порядке все эти вектора порознь. Здесь я делаю вектора, которые должны вырезаться синим, а которые должны просто гравироваться красным. Сохраняю и открываю лазер GRBL. Здесь я выбираю красный цвет, ставлю скорость 1700, мощность 180. Я уже потренировался на шаблонных квадратиках и понял, что такие скорости примерно мне понадобятся. Вот отображается то, что должно гравироваться. Пока я запускать не буду, а сохраню управляющую программу. Теперь открываю этот же файл и уже выбираю синий. Здесь будет скорость 180, мощность 80. Вот мы видим то, что будет вырезаться. Сохраню этот код. Вот тут у меня есть редактор G-кода. Открываем файл, который только что делали для гравировки. И в соседней вкладке открываем файл резки. Включаю визуализацию. Тут я хочу проконтролировать пару моментов. Есть у меня смутные подозрения. Не будет ли где-то внешний контур вырезан вперед внутреннего? Ну вот, нашел такие места. Вот он идет по внешнему контуру и только потом по внутреннему. А если бы я сразу запустил это в лазер GRBL, что бы он мне там вырезал? Пока что я просто вручную поменял местами куски кода. Но вообще это не дело. Надо как-то освоить, чтобы это было изначально. Кто сталкивался с такой проблемой? Как вы это решали? Так, проверяем еще раз. Вот он заканчивает предыдущую деталь и идет к измененной. Да, теперь он сначала вырезает внутренний контур, потом идет на внешний. В общем, обнаружил еще пару таких мест. Это ужасно. Кроме того, я поменял местами пару деталей. Это просто, чтобы лазер не бегал из угла в угол. Просто мне так удобнее. Вот объединенный файл. Сначала гравировка, затем резка. Вот этот объединенный код я и буду загружать в лазер GRBL. Пойдемте же скорее запускать все это на станке. Так, что за безобразие здесь происходит? Я нарезал мой картон на полоски, которые помещаются в рабочее поле. Постарался разместить лист параллельно оси Y. Здесь оси перепутаны. Вдоль рамы это Y, а портал это X.
0 здесь находится со стороны верхнего левого угла кадра. Я пытался выставить лист парами станка и проверял результат с помощью габаритного прохода лазера на минимальной мощности. Никаких топазов здесь, разумеется, нет, поэтому я прижал лист подручными предметами, чтобы случайно не сдвинуть его. Я стараюсь зафиксировать лист, чтобы ничего не съехало и гравировка совпала с резкой. Кроме того, остатки материала я не буду выбрасывать, а использую их в других проектах, поэтому пусть они будут максимально ровными. Но еще мне, видимо, не дает покоя опыт работы с фрезером, где заготовку нужно выставлять очень точно. Это уже идет гравировка. Там, где-то в глубине, видна задняя кромка картона, которая неровная, потому что там я подбирал режимы для гравировки и резки. А тут уже видна резка. Мне удалось поймать режимы так, чтобы детали прорезались почти до конца, но не выпадали. Я не знаю почему, может быть есть какие-то неоднородности структуры, но иногда детали все-таки выпадают. Вот выпала еще одна. Какой облом. Ну ладно, продолжим. Вот эта деталь выпала сразу, и там внизу попала в зону действия реза соседней детали, поэтому на ней остался вот такой след. Но, к счастью, эта деталь не лицевая, поэтому не так страшно. Можем полюбоваться на готовый результат. Я уж не буду показывать резку тонкого листа, там все выглядит почти так же. Попробуем. Легко ли выпадут мои детали? Но нет, все же надо немного надавить. А это детали на ватмане, толщиной 0,3 мм. Вот я вытащил все детали, они довольно легко извлеклись. Посмотрите, какой теперь бардак! Теперь немного помучаю вас сборкой самой модели. Я решил начать со скелетика, то есть с нижней рамы. К сожалению, не всегда попадаю в середину кадра. Я забываю, что идет съемка, и просто собираю в свое удовольствие. Так что поищите экшен где-нибудь с краю. Никакую схему сборки я не рисовал, просто я помню, как моделировал. Вот такой скелетик получается. К сожалению, иногда получаются вот такие пятна. Как аккуратно не работай, иногда касаешься торцов листа, которые обожжены лазером. Эта копоть пачкает пальцы, и ими легко испачкать модель. Вот всякие мелкие пятнышки. Позже я приспособился чистить края деталей, вышедшей из обычной эксплуатации зубной щеткой. Для крепления тележек я предусмотрел в раме отверстие. И сейчас я нарезаю резьбу М3 прямо в картоне. Нарезаю черновым метчиком, чистовым проходить не надо. Надо, чтобы резьба была плотной и чтобы винт самопроизвольно не выкручивался при поворотах тележки. Резьба в картоне звучит странно, я знаю. Но в моделях нет таких нагрузок, чтобы резьбу вырвало или что-нибудь такое с ней случилось. Я думаю, уже можно догадаться, весь рельеф кузовных панелей формируется послойно, как оно вырезано на лазере. Разгрузочные люки состоят из слоя с полосками, он приклеивается к донышку. Пространство между ними – это еще один слой. Теперь надо приступать к боковинам. Там, если кто помнит, балки. У них прямоугольная часть, и у самой стенки некое расширение, подошва. Вот эти два слоя формируют такую конструкцию. Теперь все это приклеиваем к боковине. Пока еще клей не схватился, я подкладываю донышко и по его балкам выравниваю балки боковины. Тогда точно все совпадет. Сейчас расскажу про крюки разгрузочных люков. Весь борт внизу ими утыкан, и это довольно мелкие детали в этом масштабе. Я не стал полностью вырезать их на лазере, а оставил держаться на одной общей шине. Две шины я склеиваю между собой, чтобы получить нужный профиль этих крюков. Потом на эти крюки я наношу клей, приклеиваю на вагон, шина остается вне боковины, а крюки занимают свои места. Все они на одной линии, и между ними правильное расстояние. Когда клей высыхает, я срезаю шину. Удобно оказалось срезать в два этапа. Сначала промежутки между секциями, а затем все, что осталось внутри каждой секции. Затем готовые стенки я склеиваю вместе. Уже становится похоже на готовый вагон. Но это еще не все. Остались кое-какие мелочи.
боковой поручень для составителя. Теперь всякие лесенки. Я не стал делать все лестницы в размер, я вырезал длинную лестницу, отмеряю и отрезаю от нее куски нужной длины и приклеиваю к кузову. Где-то за кадром я покрасил модель. Ну тут все просто. Модель коричневая, а пузико черное. Краска очень даже скрывает текстуру картона. Тормозное оборудование я распечатал на 3D принтере. Всякие цилиндры, резервуары. Тормозные тяги и воздушные магистрали сделал из проволоки. Тележку я тоже распечатал. Основа сцепки сделана прямо на тележке, потому что готовой сцепки у меня сейчас нет. Накидную петлю делаю из проволоки. Верхнюю часть формую плоскогубцами, затем пропускаю через отверстие в сцепке, откусываю хвост, не под корень, а с запасом. Загибаю его вниз и формую как расцепитель. Теперь петля двигается, но не выпадает. Вот так все это работает. Тележки прикручиваю к шкварням винтами М3. До конца не затягиваю, чтобы тележки поворачивались. Винт не выкручивается, потому что резьба в картоне хреновая. Даже контрить не нужно. Вот так примерно получается. Ну, я считаю, получилась простая, но вполне прикольная моделька.